Привет, друзья! Способов приготовления хвороста множество: на молоке, сметане, дрожжевой и так далее. Хочу предложить очередной рецепт хрустящего печенья, но с интересной формовкой в виде трубочки, хрустики, то есть хворост. Это лакомство из детства получились нежные, хрустящие и тающие во рту. Делаю тесто для хвороста. Яйца разбиваю в миску, кладу немного соли и сахар. Само по себе тесто не сладкое. Добавляю мой любимый ингредиент – ликер. Можно заменить водкой. Зачем же нужен ликер? Во-первых, он убирает запах яиц. Во-вторых, продлевает срок годности. Третье, изделия получаются более хрустящими. И четвертое, при жарке меньше образуется пена. Выливаю в муку яйца и сначала венчиком аккуратно перемешиваю с мукой и затем замешиваю уже тесто руками. Тесто должно получиться довольно-таки крутым. Накрываю тесто тарелкой и оставляю отдыхать на 30-40 минут. Пока тесто отдыхает, готовлю сироп медовый для поливки трубочек. Всыпаю сахар и кладу туда мед. Вливаю в сотейник сразу же воду. Кладу для аромата апельсиновую цедру и палочку корицы. Ставлю сотейник на самый маленький огонь и варю до полного растворения сахара 30-40 минут. Тесто уже готово. Еще раз обминаю его на столе. И затем делю на 4 равные части. Сформировала шарики и придавливаю руками тесто в лепешку. Если липнет к рукам, то можно присыпать мукой. Раскатываю скалкой тесто как можно тоньше. Так как тесто тугое, раскатав сколько можно, кладу лепешки отдыхать на 10 минут и затем опять раскатываю. Через некоторое время тесто становится еще более эластичным и податливым. Пока раскатываю одну лепешку, другие лепешки отдыхают. Раскатала тесто очень тонко. Срезаю ножиком, зубчиком края лепешки, и получился вот такой квадрат уже. Квадрат делю еще на 4 квадратика небольшие. Раскатываю квадратик на прямоугольник, вытягиваю длину, делая тесто еще тоньше. Вырезала я под размер трубочек бумагу кондитерскую. Кладу на нее тесто и заворачиваю ее в рулетик, как трубочку. Из таких обрезок теста режу небольшие кусочки. Это будет хворост печенья. Жарить хворост нужно на большом количестве масла. Масло хорошо нагрело. Проверяю, кидаю туда кусочек теста. Если тесто заметно увеличивается, то можно уже жарить хворост. Жарю в начале трубочки. Чтобы рулет не развернулся при жарке, придерживаю поверхность трубочки 30-40 секунд, пока не закрепится тесто. Как только появится легкая корочка сверху, можно перевернуть трубочку и уже жарить до золотистого цвета. Все это я жарила на среднем огне. Так как тесто воздушное и увеличивается в объеме быстро, трубочка может развернуться и станет уже не трубочка, а лодочка. Бумага не дает развернуться, но все же лучше придерживать ее. Жарятся такие трубочки очень быстро, хотя и кажется на первый взгляд, что это нудно и долго. В конце уже обжарила хворост я без проблем. Выкладываем хворост на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Так как тесто крутое, масла он вбирает немного.
классическому рецепту хворост посыпают только сахарной пудрой. И вот такая гора хрустящего легкого печенья к чаю готова. Хранится хворост долго, только оберегаем от влаги, чтобы он оставался хрустящим. Убираю бумагу аккуратно, вытягивая ее кверху. Затем выкладываю трубочки на поднос и сверху поливаю горячим медовым сиропом. Посыпаю обжаренными фисташками и слегка порубленными. Можно посыпать также любыми орехами. Получилось настоящее лакомство, которое придется по вкусу всем. Такая выпечка не занимает много времени, а результат потрясающий. Нежная, рассыпчатая текстура теста и тонкая ароматная корочка. И состоит такое лакомство из самых простых и доступных продуктов. Попробуйте приготовить и порадуйте своих домочадцев, несомненно, самым любимым и вкусным десертом во все времена. Всем спасибо за просмотр. С вами была Наталья. Пока-пока.